Отхаркивающий эффект грудного эликсира обусловлен действием входящих в него компонентов. Экстракт корня солодки обладает некоторыми противовоспалительными и отхаркивающими свойствами, которые связаны с содержанием в корнях глицеризина, стимулирующего активность ресничатого эпителия в трахее и бронхах, а также усиливающего секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Анисовое масло обладает отхаркивающим действием, обусловленным содержанием в масле анитола, который способствует рефлекторному возбуждению дыхания, повышению активности ресничатого эпителия дыхательных путей и усилению секреции слизистых оболочек гортани, трахеи, бронхов. Аммиак обладает раздражающим действием, которое приводит к возбуждению окончаний чувствительных нервов верхних дыхательных путей и рефлекторной стимуляции центра дыхания. Показания. В качестве отхаркивающего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием трудноотделяемой мокроты, в том числе трахеит, трахеобронхит, бронхит. Способ применения и дозы. Применять внутрь. Взрослым по 20-40 капель, 3-4 раза в день. Детям назначают на прием столько капель, сколько лет ребенку. Перед применением препарата следует разводить в небольшом количестве воды. Курс лечения 7-10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период лактации. С осторожностью применять при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга. Особые указания. Грудной эликсир не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. Препарат содержит не менее 14% этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых 160 капель содержится до 0,7 грамма абсолютного спирта. Побочные действия. Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях может наблюдаться диарея. Лекарственное взаимодействие. При заболеваниях средней тяжести и тяжелой форме препарат назначают в сочетании с антибиотиками и другими средствами. Передозировка. При длительном применении с превышением указанных дозировок возможны гипогликемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года.